Доброго здоров'ячка, хунту и хунтубары. Мы из Украины. Хотел начать ролик с множественных пролюбов наших Ермака-Залежных, но позвонил дед и рассказал, как все происходило с приобретением пикапа, на который мы с вами собирали на прошлой неделе. Так что про Банкову и их приспешников расскажу во второй части ролика. Сначала захватывающий остросюжетный детектив про пикап для ЗСУ. Дело было так, вы помните. Наши попали под раздачу, и тот пикап приказал долго жить и помнить о нем, как о хорошем конике. Хлопцы остались живы, хотя сказать, что остались целы, не могу, ибо это неправда. Восстановлению подлежат, и то хорошо. И стала срочно задача – нужен пикап. Пока мы с вами собирали донаты, нашлась машина. Человек хотел всего-то 4500 изделий американской монетно-дворовой индустрии, что, согласитесь, вполне адекватно в наше время. Также организм уверял, что с машиной все вообще прекрасно, и что ни ржа, ни столбы никогда ее не касались, но визуально автомобиль и вправду был неплох, а ехать проверять не было ни времени, ни желания, ведь отдать ржавого корча в ЗСУ за такие деньги, согласитесь, нужно иметь немного ума. В конце концов, можно ведь при осмотре изучить перед тем, как забирать, верно? В общем, поехали пикап забирать воин после контузии и его батька. Да что-то у них там пошло не так, ничего не толком не осмотрели. Заводится машина прекрасно, едет вроде нормально, не пыхтит, не коптит. Счастливые они вернулись на базу, перегнали машину на СТО, и тут выясняется. Рамы нет. Вместо рамы деревянные бруски, а свободное пространство задуто монтажной пеной. Кузова по факту нет, все стыки слегка укреплены, а сверху спрятаны от зорких глаз. Движок хороший, но это все. Остального автомобиля давно нет в природе, один призрак на колесиках. Дед, увидев такой калинкор, слегка подрастроился, да так, что даже мне не сказал подробностей. Чиним, мол, вот и все, подробности потом. А теперь выясняется за подробности. Дед, как водится, запросил акт приема передачи, чтобы поставить машину на учет в части. Мы так делаем с каждой машиной, ибо истории, когда волонтерские пикапы перепродают за деньги кому попало, валом. Даже мы на такое попадали. Получив акт приема, дед должен был расплакаться и успокоиться. И, как большинство наших провладных деятелей, сделать вид, что все прекрасно, я сейчас его подкрашу, а там хоть трава не расти. Но нет, все пошло по другому сценарию. В гости к товарищу Захарченко, а именно такой фамилией обладает продавец автомобиля, заехала компания добрых людей с печеньками, чайком и прочими атрибутами доброй беседы и поговорили о новостях автопрома, о помощи ЗСУ, о волонтерской судьбе, о том, как трудно жить и о том, как тесен мир. Этот вечер запомнится товарищу Захарченко навсегда. Можно сказать, что события этого вечера врезались в его память крепко, ибо когда зашел разговор о душе человека и ее судьбе в вечности, товарищ, мудро рассудив, внезапно для всех присутствующих принял единственно верное решение и вернул все полученные средства за минусом 30 000 гривен. Это деньги за движок, который в абсолютном порядке. Happy end. Хорошая история. Добрая, согласитесь. Что мы имеем сейчас? Немного добавив к этим возвращенным деньгам еще сверху, дед уже взял пикап в идеальном состоянии, и буквально на днях после ТО он уедет сразу на ноль, а тот пикап от Захарченко пришлось разобрать на молекулы и теперь собирать наново, но не выбрасывать же хороший движок. После сварных, малярных и прочих работ этот пикап тоже поедет на ноль, но работать будет в подразделении, где от него не будут требовать невозможного. Хотя о чем это я? Все прекрасно знают, как эксплуатируют на нуле волонтерские корчи. Так что, несмотря на все преграды, могу констатировать следующее. Ваши донаты потрачены с максимальной эффективностью, ибо куплен не один пикап, а целых 2. Теперь имею полное право переходить ко второй части ролика. А нет. Очень хочется прославить организм, но поскольку YouTube такого не любит, то контакты этого Захарченко запощу в Телеграме. Ссылка на ТГ Пенса в первом комментарии всегда. А теперь ко второй части. Немного лирики. Вы не против? Если против, промотайте полминуты. Про праздник. Знаете,
уже настолько замахало все это, что не хочется даже реагировать на праздники и связанные с ними поздравления. Так все это долго, муторно, тягомотно, часто бесполезно, постоянно с тормозами и препятствиями, что хочется просто почитать книжку и попить чаю не перед монитором, не в кустах при дороге, не при монтаже ролика или при написании поста, а просто у реки или ставка. Сидя в кресле и поглядывая на проплывающие облака, без опаски увидеть в них очередной мопед или карандаш, летящие в сторону большого города. Настолько утомило 24/7 находиться в напряжении и прислушиваться ко всему вокруг, когда даже после долгой дороги и 2 бессонных ночей подкидываешься в кровати за несколько секунд до начала завываний. Вот настолько это все же гнетет, что даже описывать нет желания. Россиянцы уверены, что эта наша усталость выльется в капитуляцию и подчинение их блестящелобому микрону, а я даже не хочу их переубеждать уже. Несколько лет не вступаю с ними в диалог, а теперь и подавно абсолютно на них чхать. Даже чхать лень. Так что реакция на них просто как на тень от облака. Абсолютное безразличие. Будем ли мы в Твери, в Сызрани или в Курске? Да безразлично. Я слов этих более слышать не хочу. Вот не вникаем же мы в происходящее в Ботсване, к примеру. Вот так же не хочу ничего знать о северных наших отсоседях. Поэтому просто скажу всем, кому это важно. Вертайтесь живими і здоровими. Давайте покінчимо з цим і підемо в ліс з сім'ями. Або на риболовлю, або на дачу. А ввечері будуть бабусині пиріжки з компотом і перегляд сімейних альбомів. Повертайтесь живими. Най береже вас Господь, як би ви його собі не уявляли. Ну и про наших помогателей. Нардепы наши постарались, говорят, с бюджетом. На кино выделили только 668 миллионов, зато на иновещание еще докинули 1,5 ярда, куда и запрятали съемку сериалов, целых 53 штуки. А там, слышал, уже армейским на нулей нечем платить августовские боевые. Красиво делят боевые на банковые, спору нет. На армию сколько выделено всего? Пишут злые люди, что даже меньше, чем раньше. Не иначе самому доведется искать эту радость, уж столько там интересного выходит. Еще и триггернуло, потому что была как-то фраза З, которую тот сказал Трампу на той рассекреченной стенограмме. «После этого было бы хорошей идеей для вас посетить Украину. Мы можем либо взять мой самолет и полететь в Украину, либо взять ваш самолет, который наверняка намного лучше, чем мой». Тогда эта фраза поразила не только как дешевый и примитивный прием лести. Там весь разговор такой был, а еще и какой-то унизительной подхалимской завистью, как у гиены Табаки к тигру Шерхану. Да ты что же, президент страны, далеко не самой никчемной в мире, где ж твое достоинство? Что ж ты так унижаешься и запопадаешь перед ним? А теперь проявилось, что и самолет совсем не случайно к слову пришелся. Смотрите, в своих кварталовских гастролях Зе довольно часто приходилось летать значительно чаще каждого из нас, и, думаю, вряд ли бизнес-классом. Нетрудно предположить, что комфортность президентского спецавиатранспорта его сильно впечатлила, поэтому от своего обещания продать президентский авиапарк наш мальчик отрекся самым первым. А поскольку его действительно мучила неосознанная зависть к мнимой роскоши самолетов президента США, то для Зе его президентский самолет со временем стал своеобразным фетишем. Потому что только нездоровой фиксацией можно объяснить во время войны с миллионами беженцев, которых стыдливо до сих пор называют ВПЛ, и полуразрушенной экономикой финансирование, только вдумайтесь, на почти 500 миллиарда гривен отделочных работ в салоне и обновление развлекательной системы президентского самолета. Меня это взбесило до белого коленя. 460 миллионов гривен. Мы собираем по крупице на обеспечение ЗСУ, отрываем от семьи и от тебя какую-то копейку, чтобы хоть немного повысить наши шансы на перемогу, а оно с легкостью тратит почти 500 миллиарда гривен на абсолютную прихоть, на чистейшую прихоть, которая никоим образом никак и никому не принесет выгоды, кроме его величайшей задницы и его свиты. Более того, это еще работы, проведенные зарубежными заказчиками, то есть еще и вывод валюты из страны, в которой уровень безработицы сейчас достигает 20%. 1/5 часть трудоспособного населения не может найти оплачиваемой работы.
Неужели ж не нашлось бы в Украине компании, способной обновить тканевые покрытия, внутреннюю облицовку, представительские сиденья и диваны, ковры, ламинат и другие части салона, и хотя бы вернуть в экономику эти средства в виде зарплаты налогов? Что там нам продолжают вещать на начасе? Ну-ну. И это я еще про склады в Сватовом и прочих ямполях. Сейчас молчу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо згодні. Доля ролика і України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Ставайте донаторами Пенса, тож це і буде ваш внесок в перемогу України.